Джон Энтони Уэст полностью пересмотрел учение о Египте, каким мы его знаем. Посредством проникновения в суть ДНК весьма загадочного и глубокого труда Р.А. Швалера де Любича, он переопределил все, что мы думаем, что знаем о египетской культуре. Традиционный приземленный взгляд на Египет таков, все прекрасно укладывается в традиционные ортодоксальные точки зрения. И, конечно, лучше всего Джон Энтони Уэст известен своей идеей водной эрозии сфинкса. В моих интервью с Грэмом Хэнкоком мы говорили о том, что Уэст был участником экспедиции, которая проводила сейсмографию и обнаружила под лапами сфинкса камеру размером с собор, как раз там, где ее наличие предсказывали чтение Кейси. Когда мы смотрим на то, как Джон Энтони Уэст по-своему пересмотрел ортодоксальную точку зрения на Египет, мы понимаем, насколько серьезно египтяне были вовлечены в поиск бессмертия. По существу именно бессмертие является основным фокусом, центральной осью, вокруг которой вращается вся египетская философия. Бессмертие вполне может быть концепцией вознесения. В данном интервью я спрашиваю его конкретно об этом, он отвечает, что по сути именно это и происходит. Египтяне знали и склонялись к идее, что человеческое существо просто стадия нашего развития, и что по мере движения вперед мы можем стать чем-то большим, чем человек. Мы можем стать существом света. Мы можем стать космическими существами, свободными от оков смерти и ограничений летальности. Когда у нас появляется шанс поговорить с кем-то, похожим на Джона Энтони Уэста, мы имеем редкую возможность. Он обладает богатым воображением и провел это исследование. Джон находится на переднем крае борьбы со скептиками и демонстрирует нам конкретное доказательство того, что по существу цивилизация Атлантиды намного старше, чем мы думаем. В данном интервью вы вот-вот прочтете о весьма загадочном новом месте, обнаруженном в Индонезии. Оно называется Гунунг-Паданг. Это нагромождение огромных каменных блоков, которые, казалось бы, должны стоять вертикально, но были явно намеренно размещены так, как мы увидим. И, как рассказывает Уэст, датировка этих блоков 20 тысяч лет. Чем больше раскапывают археологи, тем больше они находят. Поэтому все, что мы думаем, что знаем, ставится под вопрос. Как только мы сталкиваемся с идеей, что раньше на Земле существовала высокотехнологическая продвинутая цивилизация, нам следует задавать такие вопросы, как «Неужели все люди, жившие во времена Атлантиды, погибли? Возможно, у некоторых из них имелись космические платформы. Выжили ли они и, может быть, сейчас находятся на Земле?» Вы увидите, как Джон Энтони Уэст цитирует Виктора Гюго, говоря о наличии чего-то, что сильнее всех армий мира, и это что-то идея, чье время пришло. Итак, вот вам время и вот вам идея, говорит Джон Энтони Уэст. Наслаждайтесь. Джон, тема Атлантиды – одна из самых захватывающих тем для наших читателей. И вы определенно пионер в привнесении достоверности идеи, что многие древние памятники, разбросанные по всему миру, могли быть намного старше. И вновь это называется словами, начинающимися на букву «А». Людям не нравятся эти слова. Академиков они просто пугают. Грэму Хэнкоку не хочется пользоваться словами на букву «А». Итак, вы думаете, это была Атлантида? Как вы считаете, она существовала? Даже когда я писал книгу «Змей в небе», а это было больше 30 лет назад, я оказался достаточно мудр, чтобы поставить слово «Атлантида» в кавычки. Академики забывают о кавычках и обвиняют меня в том, что я фанат Атлантиды. Скажем, речь не обязательно идет о физической Атлантиде, находящейся, согласно сообщению Платона, в середине Атлантического океана. Я считаю, что имелась глобальная цивилизация, исчезнувшая при катастрофических обстоятельствах. В настоящий момент существование Атлантиды как ее части не подтверждено. Но катаклизм, уничтоживший глобальную цивилизацию, сейчас обретает неопровержимое доказательство. Роберт Шок проделал огромную работу. Вы написали предисловие к пересмотренной книге Ренда и Роуз Флемат «Когда небо упало на землю», которая теперь называется «Атлантида подо льдом». Да, все не так просто, поскольку карта Пири-Рейса есть карта Пири-Рейса.
на ней показана Антарктида. Но согласно Роберту Шоку, геологические керны, забыл, как они их называют, ледяные керны, керны остаточных пород, которые должны были демонстрировать сдвиг коры, его не показали. Поэтому сейчас все это проблематично. Оно не угрожает достоверности очень древних карт, когда кто-то где-то знал, что Америки находились там, а Антарктида здесь. Но сейчас это полностью другой сценарий, чем когда Роуз и Рэнд писали свою книгу, что было очень давно. Я забыл, когда это происходило, думаю, в начале 1980-х годов. Но сейчас мы знаем, что в период раннего Голоцена весь мир переживал внезапный подъем уровня моря. Нет, в период раннего Голоцена произошла двойная катастрофа. Грэм говорил об этом вчера на симпозиуме. Ранний Голоцен совпадает с более глубоким ледниковым периодом. Это был ледниковый период, характеризующийся резким падением температуры. А потом, приблизительно в то время, на которое указывает Платон, где-то в 9700 году до нашей эры, случился огромный катаклизм, возможно, нечто типа события Кэррингтона, но гораздо большей магнитуды. Шок проделал большую работу в этом направлении. Именно данный катаклизм позволяет помещать Атлантиду в кавычки. Он почти полностью разрушает идею глобальной цивилизации. Что такое событие Кэррингтона? Сейчас это называется ВКМ. Это выброс корональной массы. Гигантская солнечная вспышка. Само событие произошло в 1859 году и привело к разрушению электрической решетки того времени. Тогда это были просто телеграфные провода по всей Европе и Америке. Поэтому оно не стало катастрофой. Как вы думаете, не могла ли гибель Атлантиды стать результатом выброса корональной массы Солнца, достигшего Земли? Если бы такое событие произошло сейчас, даже относительно меньшей магнитуды, если бы оно произошло сегодня, оно бы поджарило все. Мы бы не делали это интервью. Возможно, нас бы даже уже не было на планете. Это самая лучшая теория, которая у нас есть на сегодня. С ней работает Роберт Шок. Теория основана на замечательных исследованиях специалиста по физике плазмы по имени Энтони Пират, работающего в Центре ядерных исследований в Лос-Аламосе. Поэтому свидетельство становится все лучше и лучше. Однако подобному всему, о чем мы говорим, все очень и очень сложно. Что вы думаете о том факте, что тот выброс корональной массы, то колоссальное солнечное событие произошло точно на половине прецессии равноденствий в реальных годах назад? Это могло быть просто совпадением. Насколько я знаю, люди, изучающие последовательные ВКМ, не обнаружили периодичности. До сих пор никто не может утверждать, что такое происходит каждые 12 тысяч лет, каждые 36 тысяч лет или когда-то еще. Однако представляется, что периодичность бесспорно существует. Шок придерживается мнения, и это информированное мнение, что сейчас мы готовы еще к одному подобному событию. Когда Шок говорит такое, он не имеет в виду, что оно произойдет завтра или даже в следующем веке, но вероятность того, что все случится в грядущие века, довольно велика. В своих диалогах Тимий и Критий Платон упоминает Атлантиду. И традиционная теория, но люди, которые думают, что Атлантида существовала, базируется на Платоне. Считаете ли вы, что имеется какая-то другая информация, помимо свидетельств Платона, которая поддерживала бы идею этой глобальной цивилизации? Конечно. Я имею в виду нашу работу. Есть труды Шваллера, труды Лейрда Скрентона, всех тех, кто работает с Грэмом Хэнкоком. Имеется Гёбекли ТП, которое намеренно замалчивается. Сейчас в Индонезии обнаружен Гунунг Паданг, который выглядит фантастически древним. Есть тонна свидетельств. Но само сообщение Платона очень сложное. Большинство людей, охотников за Атлантидой, всегда пребывает в поиске. Каждый месяц кто-то утверждает, что она находилась здесь, там или где-то еще. В основном охотники за Атлантидой опираются лишь на сведения Платона. Есть очень интересная книга, которую написал музыковед и суфи по имени Эрнест Дж. Маклейн. Она называется «Платон Пифагореец». Думаю, он еще жив, он на 10 лет старше меня, то есть не так уж стар.
В книге довольно убедительно демонстрируется то, что история Атлантиды, рассказанная Платоном, на самом деле является музыкальной аллегорией, созданной для информирования его музыкально посвященных учеников о том, гармония в музыке, представленная царем-философом, становится тиранией из-за правил музыки. Насколько я понимаю, изначально Маклейн даже не хотел ничего слышать о сфинксе, который подтверждает существование Атлантиды. Я никогда не встречался с ним лично, хотя мог бы, что само по себе довольно странно, поскольку его книга вышла почти одновременно с моей книгой «Змей в небе». Сейчас я переписываю и обновляю не «Змея», а книгу «Ключ путешественника», которая является путеводителем по Древнему Египту. В нее будет входить труд Маклейна, так как я считаю, что основную историю об Атлантиде, историю о катаклизме и гибели цивилизации, Платон получил от своего деда Солона, а затем превратил ее в аллегорию, как гармония становится дисгармонией. Обе они существуют и дополняют друг друга, а не противоречат одна другой. Вы упомянули о чем-то новом, о чем не знает большинство людей. Это Гунунг Паданг. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Это огромная структура, состоящая из базальтовых блоков и находящаяся где-то в середине Индонезии. В свое время там побывал Шок, там же провел некоторое время Грэм Хэнкок. До сих пор геологи не способны усмотреть в блоках связанную структуру. Камни могут быть невероятно древними. Обычно конкретное каменное образование обнаруживается в виде вертикально стоящих блоков. А здесь, в Гунунг-Паданге, разбросанные в беспорядке блоки, которые в то или иное время были размещены горизонтально. Все не так, как было бы естественно. Кроме того, геологи продолжают копать и находят эту структуру глубоко под землей. То есть, это лишь начальная стадия раскопок. И, конечно, со всем этим отчаянно сражаются академики в Индонезии и по всему миру, независимо от того, к какой расе они принадлежат. Есть очень храбрый индонезийский геолог, который собирает силы и средства, чтобы глубже взглянуть на Гунунг-Паданг. Чем говорит датировка почвы вокруг этих блоков? Когда их закапывали? Каков возраст самих блоков? Точно не знаю. Но судя по тому, что вчера говорил Хэнкок, они датируются где-то около 20-тысячным годом до нашей эры. Все еще ведутся споры вокруг того, кто соорудил эту структуру, люди или пришельцы. То есть, структуре присущ разум. Да, нечто подобное. Еще вы упоминали храм долины Сфинкса. Не могли бы вы осветить это еще раз? Давайте просто еще раз рассмотрим водную эрозию на задней части Сфинкса, а затем блоки храма долины. Водная эрозия на задней части Сфинкса не так уж велика. Водной эрозии подвергалось все сооружение. Большая часть Сфинкса восстановлена. Пострадала облицовочная стена за Сфинксом и по его сторонам. Вот где произошла самая глубокая эрозия, поскольку именно там по стенам вода стекала вниз на плато, производя самую глубокую эрозию по сравнению с самим Сфинксом. Сфинкс же просто страдал от воды, падавшей на него в те далекие времена, когда в Египте еще шли дожди. Храм долины — это буквально следующая дверь. Это основная каменная кладка, колоссальная, поскольку каменные блоки весят 75-100 тонн. Они извлекались из траншеи, которую пришлось выкопать египтянам, чтобы соорудить основное тело Сфинкса. Но это как сидящая в ванне кошка, очень большая сидящая в ванне кошка. Чтобы извлечь кошку, Сфинкса, скажем, из воды, в данном случае это камень, и египтянам приходилось удалять все вокруг этой формы. Что они и сделали. Они не просто вырубали огромные блоки. Они их вытаскивали. Именно те каменные блоки пошли на строительство замечательного храма долины, блоки, которые впоследствии были облицованы огромными глыбами гранита. Но основу составляют блоки из известняка. Даже академики признают, что те блоки брались из траншеи, выкопанной для сооружения основного тела Сфинкса. И по сей день они продолжают настаивать на том, что Сфинкс был сооружен в 2500 году до нашей эры. Но им больше не удается держать нас в неведении, поскольку свидетельство пополняется почти на ежедневной основе. И если академики обладают хоть каким-то здравым смыслом,
Они либо признают свою ошибку, либо потонут вместе с кораблем. Как вы уже говорили, Гёбекли ТП — это еще одна главная улика. Сама по себе явная главная улика. Оспаривает ли кто-либо датировку этой структуры? Почти никто. Интересно то, что такую привязку ко времени предложил один из них. Она была сделана полностью ортодоксальным немецким археологом по имени Клаус Шмидт, который, к сожалению, умер несколько месяцев назад. Совсем еще не старый человек. По моим стандартам, 60 лет еще не старость. Именно он выполнил всю работу, это его датировка. Мы были там вместе с Шоком. Шок долго разговаривал со Шмидтом и пришел к выводу, что датировка безупречна. Поэтому археологам пришлось молча это проглотить. Однако ну как же без этого, было небольшое, совсем небольшое давление в виде ведущей статьи в журнале National Geographic за май 2011 года, Прим. Переводчика, на самом деле, за июнь 2011 года. Статья оказалась, мягко говоря, неудовлетворительной и не провоцировала определенные перемены в археологической картине. Даже близко не было похоже на то, что она поспособствует некоему изменению датировок в археологии. Однако публикация полностью выдернула картину из воды и со страниц их учебников истории. То же самое сделала и теория сфинкса.